Всем привет, меня зовут Ируша. В этом видео я буду рассказывать, как уйти с нелюбимой работы, как решиться на это. И я уходила 2 раза по собственному желанию. Буду рассказывать в этом видео про 2 работы, они абсолютно разные. На одной работе мне платили мало, на другой работе мне платили очень достойную зарплату, но тем не менее я решила покинуть это место. И буду рассказывать, почему, не жалею ли я об этом, какие были мои мысли и вообще, почему я решилась на это. На первой работе я работала 8 лет, и я тогда еще была студенткой, училась, и быстро поняла, что платить мне там больше не будут, сколько я платила, сколько я получала. И второй фактор, который поставил вот такой крест на этой работе для меня, это то, что, достигнув некого потолка в карьерном росте, я поняла, что кроме того, что я там могу улучшать свои навыки, больше ничего по карьерному росту меня не ждет. Потому что зарплата — это же не только работа, но и наша самореализация. И вот этой самореализации я там вообще не видела. Ну и, в общем, оттуда спокойненько ушла. Не очень долго я принимала решение, просто ждала, пока закончу учиться. Но вот я поняла то, что много людей, которые так и не решились это сделать, много тех, кто говорил о том, что надо уходить, но по сей день они там работают, я это знаю. И вот я поняла, что первое — это страх отталкивать человека к таким действиям, уйти с работы нелюбимой, потому что действительно страшно уйти в никуда. Я, кстати, 2 раза уходила в никуда вообще, вот, и поэтому здесь еще такой момент, что да, если ты в никуда уходишь, то это страшно, ты не знаешь, что тебя ждет. Второй — это выход из зоны комфорта, который многих останавливает, потому что, естественно, ты не знаешь, что будет дальше, это все непросто, и не факт, что ты найдешь работу, которая будет тебе по душе вот во 2-й раз или там в 3-й раз, да, то есть может быть такое, что и на следующей работе тебя может что-то не устраивать. И третье — это то, что людям нужно, многим, это стабильность. Потому что первое мое место — это было государственное учреждение, и многие люди даже вчера вот ненавидели эту работу, на следующий день уже в голове перебирали плюсы и говорили: да нет, что-то я психанул, на самом деле хорошая работа, и так и остаются. Вот. И потому что некая стабильность, какая-то защищенность, какие-то там вот опции по медобслуживанию там и так далее. Вот. И люди не решались уходить. Но я абсолютно не жалею о том, что я ушла с первой работы. Было, конечно, непросто, так скажем, потому что, повторюсь, я ушла в никуда, и работы не было абсолютно. Да, у меня были какие-то там, знакомства, да, но это все было не то, то есть я могла там 1 раз в месяц поработать, но это очень хороший урок мне предоставился, потому что после вот такого я поняла, что никакая трудность меня не устрашит, и наоборот, я стала к трудностям относиться как к дару, как к тому, что только с трудностями можно достичь того, что ты хочешь, и трудности очень закаляют и тренируют и силу воли, и я себя чувствовала где-то там слабаком, что я не могу уйти с работы вот со второй, вот. И сейчас я понимаю, что надо было это все раньше делать. Сейчас тоже про вторую работу поговорю. Поэтому нет, трудности это классно, на самом деле, не стоит вообще бояться трудностей. Вот. Как-то вот, знаете, я стала много думать, ушла ушла в размышления. Я размышляла, что я хочу, как такая остановка в жизни, которая очень помогла мне
ну, что-то понять и про себя, и про свои желания и так далее. Но это тогда я еще думала, что я все точно знаю, что я хочу. На самом деле уже спустя время я понимала, что я и тогда ошибалась. Ну, это такой вот некий путь тоже мой интересный, очень извилистый, вот, ну такой. Проработав тоже какое-то время там таким, скажем так, фрилансером, когда там я могла выехать там раз-два раза на какую-то съемку, там, я все искала вот какие-то свои места, своих людей, потому что к окружению я тоже очень серьезно отношусь. И в итоге свизуализировала работу, на которую меня пригласили. Я верю в то, что каждый человек может визуализировать то место, в котором он будет счастлив, и притянуть ту работу, которую желает конкретный там человек. Собственно, что у меня и произошло, как, знаете, как некий компьютер, который я открыла и просто набирала там программу или выбирала опции, которые я хочу. Вот так в голове у меня, я просто себе вот сопоставляла, я говорила, так, вот это я хочу, вот это, ну нет, на самом деле я не говорила о том, что я не хочу, так лучше не делать, лучше просто сконцентрироваться на том, что вы хотите. И я себе говорила, я вот это хочу на работе, и получила даже больше того, что ожидала от нового места. Вот. Я, конечно, была на какое-то время очень рада, но быстро поняла, что это на работе не мои люди. И вообще это немножко не моя работа, не то, что я хочу, опять же, в плане самореализации. Вот. Но продолжала работать, потому что моя зарплата росла. И как-то я себя так уговорила, что да все отлично, вот, работа там не пыльная, и все замечательно. Там были интересные очень моменты на работе, но что-то, знаете, внутри что-то вот все время тяготило меня, что вот, ну, все-таки мне нужно что-то другое, надо решиться, надо уйти. И вот, как я уже сказала, чувствовала себя неким слабаком, что я не могу это сделать, потому что я стала так серьезно относиться в последнее время к времени, оно так быстро бежит, и мне стало жалко, что я трачу. На работе мы проводим большую часть своей жизни, и, конечно, работа должна нравиться, должен бежать на работу, ощущать себя счастливым на работе. А когда все это тяготит, когда ты ненавидишь ее, когда ты встаешь и идешь как робот, нужно точно что-то пересматривать и искать другую работу. Ну, в общем, я как-то уже готовилась к тому, чтобы уйти. Потом ситуация так повернулась, что передо мной стал выбор, я приняла решение уйти. И я вообще не жалею. Вот если первый раз я не жалела, но было тяжело, и в какой-то момент я там где-то думала, что, может, не надо было в никуда уходить, а найти какое-то место сначала. А во второй раз я также ушла в никуда и понимаю, что это было очень правильное решение. Я просто счастлива от того, что у меня нет этой работы, это действительно так. Да, у меня была очень хорошая зарплата, я зарабатывала хорошо, покупала себе все, что хочу, но я не была счастлива с этой работы. И зачем я буду тратить свою жизнь, свое драгоценное время на то место, где я несчастлива. И поэтому я всегда так размышляла, я думала, что найдется человек, который придет на мое место и действительно будет получать полное удовольствие от того, что он делает на ней. Зачем же я буду занимать это место? Вот, но зарплата меня, правда, очень долго останавливала. Ну, потом вот, я говорю, я приняла решение, что, ну да, я зарабатываю деньги, а дальше-то что в моей жизни, что будет дальше? Вот, я как хочу самореализоваться, так я не реализовываюсь. А еще я поняла то, что нужно, конечно, себя очень любить. Вообще в жизни очень много зависит от того, как вы к себе относитесь, самооценка ваша.
Потому что я знаю людей, которые просто кровью и потом зарабатывают, грубо говоря, деньги, да, тяжелым трудом, на самом деле тяжелым, но получают небольшую сумму. И в голове у них даже нету мысли о том, что они могут зарабатывать больше или могут найти работу лучше по условиям, там, по месту, ну и так далее, да, то есть довольствуются тем, что есть. Вот я противник этого, я считаю, что мы можем действительно найти ту работу, которая вот прям будет соответствовать тому, что вы хотите, и главное чувствовать себя достойным этой работы, и тогда все получится. Вот два важных фактора, на самом деле, которые могут помочь найти работу вашей мечты, это быть уверенным в том, что вы достойны этой работы, и визуализировать то, что вы хотите, да, кем вы там будете, какое будет окружение, ну и так далее, да, все просто разложить по полочкам у себя в голове, и главное не думать о том, что вы не хотите, а думать именно о том, что вы хотите, что желаете, и тогда точно это придет в жизнь, проверено на мне. Я получила то, что хотела, но спустя время поняла, что не доработала это в голове, поэтому сейчас у меня тоже некая остановка, где я много думаю, мне нравится этот процесс, и думаю, что в скором времени найду место по душе. Как вот эта вот фраза знаменитая «найди работу по душе, и тебе не придется работать ни дня». Вот я всем желаю найти такую работу, не бояться уходить, нужно думать о том, что просто вы теряете время, и деньги не всегда приносят счастье в жизни. Нужно и найти то, от чего вы будете, ту работу, от которой вы будете счастливы и на которую будете бежать. Я всем искренне желаю, и увидимся в следующем видео. Спасибо большое за внимание, до новых встреч, пока.